Now the problems of emissions of greenhouse gases, specifically carbon dioxide from peatlands in Belarus, is very large. Проблема выбросов парниковых газов и в первую очередь диоксида углерода с белорусских торфяников очень большая. So per area of land, Belarus is the third country of the world after, for example, Indonesia in this respect. И по отношению к площади страны Беларусь является третьей по выбросам парниковых газов. Первой является Индонезия. Единицы площади. So and the emissions from peatlands are worldwide considerably, and that is why also on an international level a lot of policy development is taking place to try to reduce these emissions from peatlands. Учитывая значительные объемы выбросов на мировом уровне, прикладываются усилия для того, чтобы эти выбросы снижать. And interestingly, Belarus plays a leading position in bringing this aspect forward, for example, in the climate convention. И достаточно интересно, что Беларусь играет лидирующую роль в том, чтобы эти инициативы продвигать, в частности, в Конвенции по борьбе с изменением климата. It is specifically thanks to the work of Belarus in the climate convention that the climate convention now recognizes the importance of emissions from drained peatlands. И в частности, исключительно благодаря работе белорусской делегации или заслугой работы белорусской делегации является то, что Конвенция по борьбе с изменением климата признает сейчас значимость осушенных болот в выбросах парниковых газов. And it is also thanks to the efforts of Belarus that the climate convention has introduced peatland rewetting as a new activity in the Kyoto Protocol to enable countries to rewet drained peatlands and let that be accounted as a emission reduction activity under the climate convention. И это тоже благодаря деятельности Беларуси, то, что в настоящее время Конвенция по борьбе с изменением климата признает или признала восстановление торфяников как деятельность, которую страны, как деятельность в рамках Киотского протокола, которые страны могут выполнять для снижения выбросов парниковых газов и также для торговли единицами сокращения выбросов парниковых газов в рамках Киотского протокола. Also internationally relevant it is that Belarus is one of the leading countries really in the rewetting of И также признано, что Беларусь является одним из лидеров на международной арене по восстановлению болот. And in the last 10 years, Belarus has rewetted tens of thousands of hectares of drained peatlands. И за последние десятилетия десятки тысяч гектар деградированных осушенных болот в Беларуси повторно заболочены. And this is one of the reasons that Belarus gets the attention also from the international community, including the International Mine Conservation Group. И именно поэтому Беларусь получает такое внимание со стороны международного сообщества, в том числе со стороны международной рабочей группы по сохранению болот. Because peatland conservationists and managers and politicians are very interested in how you implement these activities. Потому что ученые, практики охраны болот и политики заинтересованы в том опыте, который Беларусь имеет. So major activities in Belarus have included the rewetting of peatlands specifically for biodiversity aspects, but as a side effect it has resulted also into a important reduction of greenhouse gas emissions. И если основным направлением исторически восстановления болот Беларуси было достижение сохранения биологического разнообразия, то, конечно, очень важным эффектом тоже этого были и эффекты в области сокращения выбросов парниковых газов. And very interesting is also the first attempts in Belarus to try to replace fossil peat as a fuel by renewable biomass cultivated on rewetted peatlands. И также являются очень интересными те инициативы, которые в Беларуси сейчас реализуются по замене ископаемого топлива на возобновляемую биомассу, которая собирается на восстановленных торфяниках. We have, for example, during our excursion visited the briquette factory in Lida, and that is a pioneer in trying to dilute peat in briquettes with biomass from the same peatlands, and in the end try to replace fossil peat completely by И в рамках нашей biomass. экскурсии мы посетили Лидское торфопредприятие, которое реализует такой проект по разбавлению, по добавлению в торфобрикет биомассы, которая собирается тоже с торфяников, и таким образом
идя по пути замены ископаемого топлива возобновляемой биомассой. And I think this is a very important pioneer initiative because we all know that in the next tens of years we have to reduce the emissions from carbon dioxide, fossil carbon dioxide, with at least 90%. И это очень важная инициатива, потому что мы знаем, что в ближайшие десятилетия нам необходимо сократить выбросы парниковых газов от использования ископаемого топлива на 90%. And that is the big challenge also for Belarus. To try to achieve that, and there the first steps are being taken here. Это большой вызов, в том числе и для Белоруссии, поэтому этот первый шаг очень важен. We have heard this morning also from some other solutions, for example, Sweden that declares peat as a fuel, as a green fuel. Сегодня утром мы тоже слышали другие решения. Например, Швеция объявила торф зеленым топливом. But that is actually only done for internal political propaganda. Но это сделано только для внутренней политической пропаганды. Because Sweden reports the emissions from peat to the climate convention with higher emissions than the emissions from coal. Потому что все равно Швеция дает отчет о выбросах от использования торфа, и эти выбросы больше, чем от использования угля. So the Intergovernmental Panel for Climate Change, the organizations where all scientists of the world are organized in, and that advises the climate convention, has simply fixed that the emission value of peat is much higher than the emission value of coal or brown coal or gas. И международная панель по климату, которая советует Конвенции, является таким консультационным органом для Конвенции по борьбе с изменением климата, они зафиксировали в своих рекомендациях, в своих положениях то, что уровень выбросов парниковых газов от использования торфа, он выше фактор выбросов, чем от использования угля. And that's why it is important that Belarus recognize this aspect, maybe not is able to implement this aspect immediately, but has started working as one of the first countries in the world of changing this, trying to change fossil fuels by renewable biomass. Это очень важно, что Беларусь признает эти проблемы и начинает работать, пусть делать первые шаги по замене ископаемого топлива. We have heard this morning also in the talk by Michael Trepel how important peatlands are for providing other ecosystem services that are at present not yet really valued in terms of money, but that are very important for the functioning of a country. Мы также слышали сегодня от Михаила Трепеля о тех других экосистемных услугах, которые торфяники оказывают, тех услугах, которые до сих пор они не четко выражены в денежном эквиваленте, но тем не менее они являются очень важными. Это было в роли очищения воды от органических загрязнений. And the International Maya Conservation Group is not a group that has power. The only possibility that we have is to discuss, to exchange ideas, to exchange facts, and try to come together to better solutions for the country, for the people, and for the entire world. И, конечно, Международная рабочая группа по сохранению болот – это не структура, которая обладает властью. Мы можем только собираться, обсуждать, совместно находить решения, которые будут нести пользу для сохранения болот. And in the same way as this trip has challenged the international community of IMCG to think in other ways about peatland management, IMCG wants to challenge Belarus to think further in this direction into a sustainable and renewable future. И, конечно, точно так же, как эта поездка стимулировала обдумывание и обсуждение в рядах Международной рабочей группы по сохранению болот, тех способах управления болотами, сохранения их. Точно так же мы хотим, чтобы Международная рабочая группа могла каким-то образом повлиять или подстегнуть и Беларусь к дальнейшим шагам по поиску устойчивых решений. And we offer as IMCG also our capacity or insights to Belarus to support Belarus in this way. И в этом пути мы со стороны Международной рабочей группы предлагаем Республике Беларусь всю поддержку, которую можем оказать. Вопрос к господину Юстену или, может быть, к иностранным коллегам. Question to foreign experts. Знакомы ли вы с исследованием
глобального изменения климата, именно сколько процентов, в процентном соотношении занимает вклад торфяных разработок в изменение глобального? Do you know statistic how significant is in percentage the impact from pit extraction to the climate change? И в этой связи мы знаем, что механизм Киотского протокола не сработал, мы знаем, да? And we know that Kyoto mechanisms of Kyoto Protocol предусматриваются в ближайшем будущем санкции have not отношению стран, well. которые вносят значительный вклад и дают эффект в изменение глобального климатического баланса. Если что санкции. Предусматриваются в ближайшем будущем санкции в отношении стран, которые нарушают sanctions are envisaged in the future towards countries which contribute most significantly to the climate change through greenhouse gas emissions. So the statistics, I will sketch it in general terms because the real many figures behind the comma I do not have in my head. Но статистически я скажу как бы основные цифры. So some 15% of the peatlands of the Earth are drained. Где-то 15% торфяников нашей планеты осушено. This is 0.3% of the global land surface. И они составляют всего лишь 0,3% от общей площади земной поверхности. And they are responsible for 5% of all anthropogenic CO2 emissions. И эти 0,3% отвечают за 5% всех выбросов, связанных с деятельностью человека, выбросов парниковых газов. So this is a disproportionately large. И это показывает то, что они непропорционально велики, вносят непропорционально большой вклад в выбросы антропогенные. Of course, there are countries that do not contribute at peatland emissions at all. Конечно, есть страны, которые вообще никаким образом не вносят вклад в выбросы парниковых газов с торфяников. For example, one of the largest countries is Saudi Arabia because they do not have any peatlands. Например, одна из больших стран Саудовская Аравия, потому что у них нет торфяника вообще. But for example, the federal state where I live in Germany, Mecklenburg, но моя земля в Германии, где я живу, это Мекленбург-Померания. There 36% of all anthropogenic emissions come from the peatlands. Там 36% всех связанных с деятельностью человека выбросов парниковых газов приходится на торфяники. So locally in countries that are rich in peatlands, and of which a substantial part of the peatlands have been drained, they have also a very large disproportional emissions from CO2. Для тех стран, которые богаты торфяниками, где эти торфяники были осушены, роль этих территорий несравнимо велика относительно других выбросов. When you compare it with land use, so if you not look at industry or traffic or something like that, but the use of the land. Если посмотреть на землепользование, но не брать индустриальные выбросы или выбросы из автомобильного транспорта, then we see that, for example, in the European Union, the 6% of agricultural land that is on peatland is responsible for 99% of all emissions from agriculture. Если мы возьмем вот эти сектор землепользования, то 6%, то 6% торфяников, которые находятся, торфяники, которые занимают всего 6% от всех сельскохозяйственных территорий, они отвечают за 99% выбросов парниковых газов с сельскохозяйственных земель. So certainly for Belarus, peatland emissions are a very substantial source of emissions. Поэтому, соответственно, и для Беларуси выбросы парниковых газов с торфяников являются очень существенным фактором. I think the peatland emissions in Belarus are 41 megatons of CO2 per year or something. 41 мегатонна I do not know the total emissions of Belarus, but you can simply look at the Belarus парниковых газов to see that. But I think it will be over 10% or more. Я думаю, что это будет порядка 10%. That at present value, 1 ton of CO2 brings a damage of 80 euros. Министерство the emission of 1 ton of CO2. The government.
the environmental Министерство природных ресурсов Германии посчитало, что выброс 1 тонны СО2 в атмосферу в конечном итоге оказывает ущерб на 70. So that means 80 euros per ton. Оказывает ущерба конечного 90 евро на выброшенную тонну. That means that an emission of 41 megaton per year equals a damage of 4 milliard, so 4,000 million, 4 billion euros per year. И поэтому тот 41 мегатонна, который выбрасывается с торфяников наших тоже в Беларуси, потенциально, да, оказывает ущерба на 4 миллиарда евро в год. And of course, the rewetting of peatlands is much cheaper, and you can gain much more reduction for less money than 80 euros per ton. И поэтому восстановление болот, оно гораздо более экономически эффективно, чем оплата ущерба 80 евро на тонну в год. And it is also not so that you can say, okay, I'm going to sell this for 3 million euro, because the Конечно, это не значит, что это можно сразу продать, эти 4 миллиарда в год. But this is the order of magnitude of prices what we talk about. Но это просто для того, чтобы понимать, о каких объемах и каких финансовых ущербах, скажем так, мы ведем речь. Germany also subsidizes solar energy and wind energy with a price of some 80 euros per ton. И Германия, например, субсидирует производство электроэнергии от солнечной энергии и ветровой энергии в размерах порядка тоже 80 евро за тонну избегаемых выбросов. And that it is impossible to solve this problem immediately, but it is good to have these values in your head that we're not talking about peanuts. И поэтому важно понимать, что и держать эти цифры в голове, что мы говорим не о каких-то мелочах, скажем так, а о серьезных объемах.